Всем привет! Меня зовут Юлия Гензина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Но находимся мы сегодня не дома, а в магазине пряжи. Здесь очень много пряжи, очень много цветов, и сегодня мы поговорим о том, как я эти цвета выбираю. Помните, что это очень субъективно, что, во-первых, выбираю я цвета для интерьерного вязания, а во-вторых, это выбираю я, то есть для своих целей, своих задач и руководствуюсь своими пристрастиями. Но поскольку было много очень вопросов по поводу подбора цветов для мозаики, именно для мозаичного вязания крючком, то я хочу вам показать, какие базовые цвета я всегда беру в магазинах пряжи, потому что они легко укладываются в интерьер и хорошо сочетаются друг с другом. Вот, например, эта линия, неважно какой пряжи, состав нам сейчас не важен, нам важна цветовая палитра. Вот я вижу такую богатую цветовую палитру, и давайте посмотрим, какие цвета я точно возьму, которые мне точно пригодятся. Сначала посмотрим на светлые оттенки. Что мы видим в светлых оттенках? Мы видим вот такой вот цвет, например, да? Это не совсем ярко-белый цвет, наверное, он ближе к молочному, но он не кофейный, то есть не приглушенный оттенок, не натуральный оттенок. Такой цвет я обычно не беру, потому что все-таки он слишком яркий, он дает яркий очень контраст, слишком выпячивая своего компаньона. То есть чем его не сочетай, будет слишком ярко. То есть это довольно благородный красный, глубокий, но в сочетании с таким ярким белым он даст слишком уж контрастный вариант. Это мне не подходит. Поэтому я предпочитаю брать молочный цвет, но такой, с добавлением, может быть, чуть-чуть кофейного. Я здесь такого, к сожалению, не вижу. Посмотрим здесь. Вот смотрите, бывает вот такой. Вот это совсем яркий белый. Точно не беру такой. Точно никогда он мне не пригодится. Сравним. Всегда сравнивайте друг с другом. Ну вот, хорошо видно. То есть при прочих равных, если выбора нет, а очень надо, я возьму вот такой вот. Более натуральный, более молочный. Или вот еще есть, смотрите, какой у нас здесь. Всегда старайтесь прикладывать друг к другу и смотреть, да? Вот это поблагороднее по мне. Вот такой вот оттенок молочный очень хорошо оттенит любого компаньона. И такое будет изделие легче встроить в интерьер, чем, например, связанное из такого яркого белого. Продолжая тему светлых оттенков, бывают, например, вот такие кофейные. Тоже вполне себе подходит мне. Он отлично будет и с коричневым сочетаться, и с болотным, и с терракотом. Очень люблю такой цвет. Если мне подходит по составу, по толщине, всегда беру. Ну, назовем его бежевым или кофейным. И это прямо достойная вещь. В отличие, например, вот от такого. Видите? Вот этот уже скорее в какой-то персик уходит. Это уже по мне опасно. Такой не беру. Так, итак, светлые оттенки прошли. Следующий базовый цвет, который всегда нужен, всегда пригодится, это серый и все его тени. Хороший серый найти обычно сложно. Вот давайте посмотрим, есть ли у нас здесь вообще хоть какой-то серый цвет. Ну, например, вот серый. И меланжевый серый мы не возьмем. Вот, наверное, вот это вот. Вот хороший пример, кстати. Вот если сравнить вот эти два, допустим, серых оттенка, потому что вот этот под вопрос все-таки серый. Вот такой серый я возьму скорее, чем вот такой. Потому что это серый без примеси, хотя, на мой вкус, слишком светлый. Этот серый требует в себе просто более сложного подхода, более сложного подбора компаньонов. К такому серому легко подходит и терракот, и горчица, и любой посветлее оттенок, и глубокий синий даже можно попробовать. Вот к этому квази-серому надо еще постараться подобрать действительно хороший оттенок, чтобы не выпячивало, чтобы не было слишком ярко и контрастно. Поэтому вот, выбирая между ними, я скорее возьму вот такой. Но лучше бы он был потемнее. Потемнее. Но вот видите, здесь, в этой, повторю, довольно богатой палитре, вот потемнее серого я не вижу уже. Хотя вот, смотрите.
наверное, вот. По составу есть вопросики, конечно, но по оттенку вот этот серый гораздо лучше. Так что при прочих равных я бы взяла вот такой. Почему темнее серый, а не светлее? Потому что к светло-серому можно подобрать, казалось бы, компаньон подходящий по цвету, но будет недостаточно контраста именно для мозаики крючком. Поэтому чем темнее оттенок, тем проще подобрать компаньон, который будет хорошо смотреться. Именно в мозаике. Это мы сейчас именно про мозаику говорим. Так, ну вот, с серыми больше ничего не могу сказать. Следующий в моем списке по крутости цвет – это горчица. Как вы знаете, я очень люблю горчицу, но она должна быть именно мустардная. То есть цвет должен быть мустардный, а не яичный, не желтый и не оранжевый. Вот смотрите, здесь разные есть варианты. Такой, такой, вот такой. То есть если я вижу вот такую вот линейку, то выбор мой падает всегда на средний вариант, потому что он больше похож на советскую горчицу. Вот эта советская горчица Вырвиглаз, она вот такая вот. Она здесь без затей, без примесей, то есть тут это не меланжевая пряжа. Вы знаете, наверное, бывают такие очень красивые, если в горчицу немножко имеется вкраплений таких, может быть, бутылочных, болотных или темных любых. Ну, в общем, это сложная уже пряжа. Эта пряжа простая, но вот этот оттенок мне всегда нравится больше всех. Это уж совсем желтый искусственный. Это близко к горчице, но не совсем. Все-таки он скорее ближе к желтому. Поэтому всегда, если вы видите, то есть так можно было бы подумать, что это ничего, но по сравнению с более темной горчицей сразу она выигрывает. То есть если я вижу такую горчицу, всегда ее беру. Она всегда пригодится. Сейчас мы с вами чуть попозже посоставляем разные пары и поймем, для чего, собственно, я ее беру. Бывает вот такой еще, значит, здесь цвет у нас. И еще вот такой. Никогда не беру вот это, потому что хрен пойми, это уже оранжевый или это желтый, непонятно. Это горчица ничего. Я бы подумала, эту взять или ту, тут уж я посмотрю на состав. Нормальный оттенок. Но вот это вот нет. Так, это то, что... То есть никаких желтых, никаких оранжевых не беру. Переходим в сложные цвета. Почему сложные? Потому что обычно тяжело с оттенками, к сожалению. А к красным цветам перейдем. Я с красным цветом общаюсь очень тяжело, потому что найти подходящий мне оттенок благородного глубокого цвета бывает найти очень сложно. Здесь я буквально его не вижу, к сожалению. Почему? Давайте посмотрим. Этот красный слишком контрастный будет, слишком яркий, слишком много на себя внимания будет забирать, ничем его не компенсируешь. Даже если мы любим с вами, например, такое зимнее сочетание красного с серым, или там вывязывать оленей красно-белых, то слишком яркий будет этот олень у нас. Даже если мы молочный подберем к этому красному, все равно будет прям кричащий и бросаться в глаза. Такая подушка, связанная с таким красным, будет слишком ярким цветовым пятном, к сожалению. Опять же, на вкус и цвет никого там нет. Может быть, вам нравится, может быть, у вас такая задача, чтобы было слишком яркое цветовое пятно. Вот. Но я такой не беру, потому что слишком много он на себя внимания забирает. Это, ну, еще более искусственный. Это даже уже не красный, я не знаю, какой это цвет. Какой цвет, Татьяна? Коралловый, что ли, или что-то такое. Но тоже очень сложно подобрать компаньона. Чем цвет глубже, тем проще. Вот здесь вообще не проще. Посмотрим, что есть потемнее в этой палитре. Ну вот потемнее есть бордовый. Это уже лучше, это уже поспокойнее, уже попроще, уже с молочным будет хорошо. Для серого, например, такой бордовый слишком темный, рисунок может потеряться. Ну вот для светлых оттенков уже ничего, уже неплохо, но не предел мечтаний. То есть это не базовый цвет для меня, я за таким не гоняюсь. А вот смотрите, например, вот это гораздо лучше. Это такой винный, глубокий винный цвет, вот в нем глубина есть, в отличие от вот этого. Тоже со светлым оттенком будет очень красиво. Вот такой я бы уже взяла, точно пригодится. Такой уже не страшно брать. Ну и есть всегда для любителей яркости, и вот это вот поднять себе настроение, чтобы было весело вязать.
Вот такие вот цвета всегда есть в любой палитре. Такой вот фиолетовый, это, я не знаю, вот вишневый, например, сиреневый. Никогда такое не беру в трезвой памяти, потому что, опять же, что с ними делать, непонятно. Для мозаики крючком, напоминаю, нужен контраст и гармония, и чтобы удачно это все встроилось в наше пространство. Не зная, если вы, например, в подарок вяжете или на продажу, не зная, что у человека за пространство, такие цвета очень тяжело будет встроить. Совершенно точно. Хоть вы там с молочным, хоть с каким, все равно они немножко в детскость уходят, все равно дают не ту яркость, которая нужна. Глубины в них я не вижу для себя никакой. Поэтому на такие, это не базовые цвета для меня. Без необходимости я их точно не беру. И тоже касается розовых цветов. Видимо, люди очень любят розовые оттенки, потому что здесь в палитре очень много разных розовых цветов. Ну, про розовый цвет у нас с вами давний спор. Мы в чате с вами это обсуждали, и вы меня убеждали, что розовый цвет очень красивый, а я не спорю. Розовый цвет очень красивый, очень разнообразный, и для разных целей, наверное, он подходит. Но для меня из розовых оттенков существует только тот, который максимально припылен, который максимально нейтрален. То есть вот из этих, например, будем считать, что вот это персиковый, да, вот это ярко-розовый, вот это как раз припыленный. Для меня такой цвет более актуален, потому что к нему очень легко такой же нейтральный компаньон, но при этом контрастный, подобрать. Первое, что напрашивается, серый, темно-серый. Даже если подобрать сюда из красных же оттенков, с красной линейки, например, кирпичный, темно-кирпичный, тоже будет очень красивый, несмотря на то, что розовый я не очень люблю. Но вот такой розовый или чуть темнее я беру, если нахожу. Вот это все слишком упрощает ваше изделие и превращает его немножко в такое вот сразу мимимишное и детское. Если есть такая задача, окей, но если такой задачи не стоит, а просто хочется повеселиться, то я все-таки рекомендую брать чуть поприпыленней. Так, что у нас еще в красном? Сомнительный все равно красный. Вот честное слово, ни одного нормального, вот терракота нету. Терракот, хотя вот смотрите, есть терракот, пойдемте, Татьяна. Вот. Тут по составу, правда, есть вопросики. Но вот это хороший цвет. Вот если бы я такой нашла в нужном мне составе и в нужной мне толщине, вот этот цвет всегда беру. Это такой хороший глубокий терракот с молочным, серым. Очень хорошо с петролью, кстати, если вы не боитесь экспериментов, с петролью вообще отлично. Но петроль тоже должна быть такая не очень яркая, вот типа такой. Если к ним еще молочный добавить, будет вообще красота. Вот, так что если видите хороший терракот, тоже надо брать обязательно. Так, это мы с вами красные оттенки посмотрели. Посмотрим, что у нас есть в синих оттенках. В синих оттенках я всегда беру глубокий и насыщенный синий. Что такое глубокий насыщенный синий? Это вот это глубокий насыщенный синий. Он как-то называется navy или что-то такое. Вот если этот глубокий насыщенный синий соединить с ярко-белым, мы с вами смотрели вот с таким, то он сразу превращается в тельняшку, такую детскую. Хочется сразу видеть какой-то вот детский костюмчик с вывязанным якорем. А если к нему приложить молочный, то картина совершенно становится другой. Уже взрослый будет узор, очень сдержанный, очень приятный. Такая уже будет интерьерная вещь нормальная. Поэтому иметь у себя дома в загашнике хороший глубокий синий всегда очень важно. Какие бывают другие синие? Бывают синие яркие. Вот сравните. Уже более искусственный такой. Его уже тяжело будет и строить. Он слишком яркий. Никогда такой не беру. Никогда не беру голубой. Вот такой. Тоже очень сложно с ним работать, вот с таким голубым. Голубой с белым сразу слишком морской и слишком детский. Голубой с серым сложно будет контраста не хватать. Голубой с желтым будет не... Они вроде достаточно контрастные, но не гармоничные.
А вот такой глубокий синий с хорошей горчицей будет очень хорошо. Вот. Опять же, и в паре они хорошо, и молочные часто я сюда добавляю, будет очень красиво. Там ромбы, например, подушка ромбовая какая-нибудь с такими молочными полосками, но с основными вот этими цветами, будет очень красиво. Но только в случае, если это хорошая мустардная горчица и хороший насыщенный синий цвет. Так, что еще у нас бывает в синих? Бывает петроль. Но хорошую петроль найти сложно обычно. Почему-то ее в таких масс-маркетовских линейках очень тяжело найти. Ну, что имеется в виду под петролью? Такое очень насыщенное, это что-то между изумрудным и морской волны цветом. Ну, вот по мне, петроль это вот это. Иногда можно подумать, что петроль это вот это, но вот по сравнению вы видите, это слишком яркое. Это хороший оттенок. Такой я бы взяла. Опять же, он достаточно будет контрастный, он не будет забирать на себя много внимания, не слишком яркий, такой интеллигентный цвет. И смотрите, по сравнению вот с этим синим, совсем разные цвета для разных целей. Что этот с молочным будут совсем другие разные оттенки давать, но и тот универсальные, они базовые. Будет очень красиво. И этот с горчичным, но если темный совсем горчичный, ближе к верблюжьему какому-нибудь, это будет тоже очень красиво в паре. Так, что еще у нас бывает в синем? Ну, еще один вариант, да, но такой слишком яркий, не беру никогда такое. То же самое фиолетовый не беру. Это как вот все любимые ваши розовые оттенки, вот то же самое, вот фиолетовые, все сиреневые. Как бы мне ни нравилось, сложно сочетать, сложно добиться какого-то гармоничной картинки, которая не будет раздражать потом. Вот, поэтому из синих получается только насыщенный синий и петроль. Больше я никакой базовый себе не беру. Напоминаю, что мы говорим про базовый набор. Так, это мы про синие цвета. Что еще? Зеленые у нас есть. С зелеными вообще ситуация швах. Я люблю, если я нахожу бутылочный, глубокий бутылочный цвет, всегда его беру. Это не трава, вот это скорее трава, да, такой вот хороший травяной, неплохой цвет. Вот этот вот, очень хороший. Но бутылочный, он обычно чуть темнее. Я так вот его сейчас не вижу. Бывает хаки такой вот, да, тоже неплохой. Тоже имейте в виду, что, конечно, если темнее оттенок, то сложнее работать с ним просто физически. Ну, там петли будут хуже видны и так далее. Вот. Но вот оба эти хорошие для меня, потому что будут давать тоже такие спокойные, но при этом контрастные сочетания. А вот, например, вот такой зеленый, как зеленка, сложнее уже будет в работе. Уже оттягивает на себя. Я уж не говорю про любимый многими салатовый. Никогда не беру. Не надо мне такое. На такой травяной я бы, наверное, посмотрела бы охотно, если бы не видела вот этот. Вот давайте сравним. Этот слишком яркий по мне, не возьму. Эти два проще в работе будут, чем вот такой. Если вы чувствуете в себе силы, если вы знаете какое-то удачное сочетание, которое будет хорошо работать для ваших целей, конечно, нет вопросов. Но вот когда я говорю про базовый набор, да, то есть цвета, которые друг с другом гармонично сочетаются, и там мне нравится, как выглядит в интерьере, то, выбирая, я возьму вот такие, посдержаннее. Вот, здесь еще хорошо с зелеными. Обычно бывают вот такие еловые, но хотя это даже слишком яркий для елового, да, слишком. Даже если нам хочется, опять же, что-то новогоднее, да, зеленый с красным и с белым, я бы все-таки взяла вот такие оттенки, чем такой яркий. Выглядеть будет поблагороднее. Так, это были у нас зеленые оттенки, про какие мы еще забыли. Давайте теперь к темным, перейдем к темным оттенкам. Серые мы смотрели, но часто бывает нужно какие-нибудь потемнее. Не, я люблю черный, нормальный черный цвет. Но повторюсь, что работать с ним тяжело. Петель не видно, петель не видно. В общем, это такая работа будет с вызовом. Задача со звездочкой.
Но в наборе у нас всегда черный должен быть, потому что иногда хочется очень простых контрастных сочетаний. Черный с молочным, там черный с кирпичным. С чем еще черный? Черный с горчицей очень красиво смотрится. Вот, поэтому черный должен быть, но тут никаких сюрпризов нет. Черный он и есть черный. Я стараюсь брать чистые цвета именно для базового набора, не меланжевые, никакие, потому что иногда эти меланжевые вкрапления могут сыграть совершенно не на руку. Еще из темных оттенков я часто беру коричневый, но это должен быть коричневый именно хороший, с хорошей такой плотностью цвета. Вот мы здесь видим такой коричневый и вот такой. Ну, в целом оба мне бы подошли. Нормальный, четкий, хороший, насыщенный коричневый цвет. Без затей. Так, а больше у нас темных оттенков здесь и нет никаких. Отлично. Значит, все мы по палитре основной прошли. Теперь давайте посмотрим, какие сочетания базовые, самые мои любимые, есть, которые я использую всегда. То есть, когда мне хочется что-нибудь повязать, я всегда знаю, что у меня есть набор вот этих базовых пар. И всегда можно из них сделать что-то красивое. Итак, горчица с серым. Одно из самых моих любимых сочетаний, беспроигрышно. Повторю только, что горчица должна быть насыщенной, а серый, если темнее, то лучше. Вот. Дальше. Горчица с молочным. Тоже очень люблю всегда. Бутылочный с молочным. Бутылочный с горчицей. Очень люблю вот эту тройку. Бутылочный, горчица, молочный. Так, горчицу убираю, чтобы вы потом не жаловались, что только все с горчицей. Хотя горчица еще с черным, давайте я вам покажу. Тоже очень люблю. Так. Дальше. Терракот. Терракот, где-то был у меня здесь терракот. Вот он, терракот. Терракот очень люблю с молочным. Вот такой вот. Именно терракот. Еще люблю тройку вот такую вот с коричневым. Терракот молочный и коричневый. С терракотом иногда люблю еще розу вот эту вот припыленную, но только иногда. Ну, то есть это так себе примерчик. Это ее бы чуть-чуть вот по припыленнее было бы гораздо лучше. Так себе, в общем, это сочетается. Так, еще из моих любимых насыщенный синий с молочным обязательно. Обязательно. И тройка, я вам говорила уже, тоже моя любимая здесь. И даже четверка, если серый добавить, тоже будет очень красиво. И без молочного синий с горчичным обязательно. Синий с серым обычно не в мозаике не использую, потому что недостаточно контраста, как правило, бывает. Петроль обязательно. Петроль с молочным. Петроль с молочным. И еще сюда бы хорошо черный. Вот так очень люблю. Тут, правда, надо смотреть, какие цвета будут соседними. То есть хорошо бы, чтобы соседствовал петроль с молочным, а не черный с петролью, иначе будет недостаточно контраста. Так. Что еще забыла? Ну, про серый с молочным, конечно, не говорю. Это понятно. Бывает еще хороший рыжий такой. Вот если бы он был чуть потемнее, вот этот вот. Не настолько темный, как терракот все-таки, но вот это с серым тоже красиво бывает.
В общем, здесь чуть понасыщенный должен быть рыжий, чуть потемнее серый, и так будет все отлично. Вот, это основные вот такие базовые сочетания, которые точно всегда, если я вижу, я беру, потому что точно пригодится. Это универсально и точно будет хорошо. Мы посмотрели с вами сейчас цвета, которые обычно я всегда беру в базовом наборе. Да? То есть мы рассмотрели на примере масс-маркетовской пряжи, то есть которая в каждом магазине примерно плюс-минус есть. Мы не смотрели на ее состав, мы смотрели только на цвета. Я вам показывала, какие цвета я обычно беру, которые хорошо друг с другом сочетаются, которые образуют универсальные пары, чтобы получить вещь в интерьерном вязании, которую легко будет строить в любой дизайн. А теперь мы посмотрим на градиентно окрашенную пряжу и на секционно окрашенную пряжу. Посмотрим, что мы там имеем и что мы можем с этой пряжей сделать. Но иногда думать не хочется, мучиться, какой цвет подобрать, как бы там их сочетать гармонично. Это все не всегда до этого есть и время, и силы. И нам на помощь приходит многоцветная пряжа. Это пряжа, в которой производитель отдельные фрагменты уже как-то покрасил. И нам говорят, что смотри, как красиво, вот это вот бери и вяжи из него, потому что мы все продумали за тебя. Так ли уж продумали, это мы сейчас с вами посмотрим. И что именно из этих пряж я обычно беру для интерьерного вязания, для мозаичного вязания крючком, я вам сейчас тоже покажу. Итак, когда мы говорим про многоцветную пряжу, мы имеем в виду короткие секции, длинные секции или градиент. Что такое короткие секции? Например, вот это классический пример секционно окрашенной пряжи с короткими секциями. Ну, вот здесь связан образец, можно посмотреть. То есть сантиметров 20-25 отведено под каждый цветовой сегмент. Как правило, на границах эти цвета могут не очень гармонично друг с другом сочетаться, могут не очень плавно переходить один в другой. Как правило, там очень резкая граница. Количество цветов мы можем видеть на самом мотке. Их там бывает 5, 6, 7. В чем коварство секционно окрашенной пряжи? В том, что она очень красиво выглядит в мотке, и совершенно непонятно, как она будет выглядеть в полотне. Иногда мы можем видеть это на образце, но вот судите сами, как говорится. Вот такая вот цветная штука получается. Хотите вы того или нет, вы никак этим процессом не управляете. Как там лягут цвета, так они и лягут. Иногда, как мы с вами знаем, например, в пулинге мы можем управлять поведением этих цветовых сегментов, но и то при выполнении некоторых правил. А здесь же эта пряжа не для пулинга, поэтому как оно ляжет, так и ляжет. Так вот, если мы говорим про мозаичное вязание крючком, то я никогда не беру пряжу с короткими секциями. Почему? Потому что я никогда не смогу убедиться реально в том, что у меня не будет там цветовых пятен в полотне, что не найдется такого сегмента в секционно окрашенной пряже, который не наложится на компаньона. Это мне даст пестроту в полотне. Иногда, если выбрать секционно окрашенную пряжу в качестве фона и на нем уже вывязывать основной рисунок мозаичный, то иногда это может быть еще и ничего. Но, опять же, вот такой вот фон слишком яркий будет для любого рисунка, мне кажется. Поэтому с короткими секциями я никогда не беру. Теперь, бывает секционно окрашенная пряжа с длинными секциями. И здесь уже ситуация получше. Здесь, во-первых, сами мотки бывают очень красивые. Вот на какой здесь не посмотрю, даже на розовый. Уж на что я розовый не люблю, но даже вот эти вот пухлые мотки, они, конечно, вызывают восхищение. Хочется смотреть, хочется хотя бы взять в руки и потрогать. Посмотрите вот здесь, например, вот на такой моток. Здесь несколько оттенков в рамках одного цветового сегмента, от очень светлого, потом там пудровые, очень интеллигентные оттенки, прям очень красивые, до темно-фиолетового, с такой припыленностью, очень красиво, действительно. Нет вопросов. Значит, в чем штука такой пряжи? В том, что это длинные секции, то есть отрезки одного цвета могут быть очень длинными. Это значит, что если, например, мы вяжем прямой мозаикой небольшую вещь, например, подушку, мы можем не дождаться перехода цвета вообще. Ну, то есть мы можем начать вязать из центра, там будет очень светлый оттенок, он едва-едва начнет только намекать нам на то, что вот-вот он перейдет на слегка-слегка розовый, а у нас уже подушка закончилась, например, да? Или там в круговую мы вяжем, или прямой мозаикой. То есть если мы вяжем большой плед, то там, конечно, да, мы увидим эти переходы цвета, будет очень красиво. То есть там, где длинные секции, это работает на больших полотнах. Чаще всего с такими длинными секциями красиво вязать из центра. То есть мы вяжем мозаикой из центра, и постепенно расширяется полотно, и мы видим, как оно либо
ближе к краю начинает светлеть или, наоборот, темнеть. Это бывает очень красиво. А самый шик, конечно, подобрать к такой пряже компаньона. Самое простое подобрать однотонного компаньона. Правило очень простое. Однотонный цвет, однотонного цвета не должно быть в секциях нашей пряжи. То есть вот в данном случае конкретно мы видим здесь белый и все оттенки розового ближе к фиолетовому. Это значит, что в качестве компаньона, например, здесь может выйти, в качестве компаньона здесь может быть какой-то очень темный оттенок, например, черный. Если вы готовы работать с черным цветом, то вы можете подобрать сюда черного компаньона. И это достаточно контрастно, и на черном фоне будут очень красиво переливаться вот эти мозаичные узоры. Или наоборот, черный рисунок будет очень красиво выглядеть на таком вот фоне. То есть тут можно еще поэкспериментировать, повязать образцы. А темно-серый можно, но с темно-серым уже будьте аккуратны, потому что темно-серый в сочетании вот с таким темно-фиолетовым может немножко потерять в рисунке. То есть могут возникнуть такие вот, то есть кажется, что нормально, да, достаточно контрастно, но иногда в рисунке, когда вот эти вот оттенки встретятся, может быть небольшое залипание. Вот, поэтому, но главное правило помним, подбираем такой однотон, которого нет и близко в нашей окрашенной пряже. Но самое мастерство – это подобрать компаньоны из двух градиентных пряж, из двух окрашенных пряж. То есть не однотонно подобрать, а подобрать другую окрашенную пряжу таким образом, чтобы каждый сегмент в одной был достаточно контрастным для любого из сегментов другой, и при этом не сливался. То есть чтобы рисунок был виден, и чтобы красиво было, и чтобы было гармонично, и чтобы они сочетались. Вот это уже задача часто бывает с двумя звездочками. Вот у нас, смотрите, сейчас палитра, и я вот прямо сейчас к этой пряже не вижу ни одного удачного партнера, который действительно бы и не пересекался, и был контрастным, был бы гармоничным. Ну, самое простое, что взять темную пряжу, да, и к ней подобрать какую-нибудь серую окрашенную пряжу. Ну, например, вот очень красивые вот это вот, да, оттенки такие осенние. Здесь и коричневый, и охра, и бордовые, да. То есть белого здесь нет, белых оттенков, ну, почти нет, вот немножко, да, но такой кофейный. Вот если бы была какая-то окрашенная, очень светлая пряжа, можно было бы их взять вместе. Но не это, к сожалению. Вот почему бы я эту не взяла, хоть здесь и есть светлые оттенки, потому что здесь есть еще и темный, темно-серый. Этот темно-серый, если встретиться здесь с коричневым, нам в рисунке даст недостаточно сильный контраст. Будет не очень хорошо. То есть вот здесь не хватает, конечно, очень светлого, такого окрашенного, который бы к любому цвету подошел. К сожалению, ничего не попишешь. Вот в данной именно линейке, к сожалению, таких гармоничных я не вижу. Но рецепт прост, да, то есть вы смотрите, какие сегменты в одном мотке, какие сегменты в другом мотке, и пытаетесь их контрастно сложить. Мы сейчас попробуем на градиенте, может, это получится. Значит, это были длинные секции, а бывает пряжа градиентная, где один цвет в другой переходит очень долго и очень плавно. То есть он растянут прям. Либо от центра, от темного мы переходим к светлым оттенкам этой линейки, либо наоборот, с краю от светлых мы переходим к темным. Вот, смотрите, какая красота. То есть начиная с еле-еле-еле, не знаю, какой это цвет, ментоловый, например, да, светлый, очень-очень постепенно. То есть это тоже пряжа очень для больших проектов, не для маленьких. Это не для маленькой круговой подушки, не для маленького квадратного элемента, да, это вот для пледа, например, метр на метр хотя бы, который мы вяжем из центра. Начнем вязать его, если из центра, вот с такого ментолового, постепенно мы дойдем к хорошему, очень бутылочному цвету. Такие градиенты обычно очень красивые, очень интеллигентные, потому что у них именно неяркие оттенки. Вот еще тоже красивый вариант. Тоже от светлого, но не белого, да, то есть они не бьют в глаза, все эти оттенки очень спокойные. Ну, скажем, что это, я не знаю, там, светлый яичный, да, и он постепенно доходит до верблюжьего. Очень красиво. В таких градиентах проще решить вот эту вот задачу с двумя звездочками, когда мы вяжем из двух сразу окрашенных пряж. Не в данном случае, так бы я не брала.
Ну, например, самый простой вариант вот этот вот. То есть глобально, если мы считаем, что это не градиент, например, однотонная пряжа, то понятно, что эти цвета очень хорошо сочетаются, да, это темно-серый и горчичный. Но мы видим, что здесь оба они идут от светлых оттенков, поэтому здесь, если я беру такую пару для мозаичного вязания крючком, что я делаю? Мне важно, чтобы в каждый момент времени, когда я вяжу, нужные мне секции попадались друг к другу, то есть чтобы они встречались в нужный мне момент. Соответственно, если я начну вязать и этот моток из центра, то получится, что у меня светло вот здесь яичный сразу встретится с очень светло-серым. Это недостаточный контраст для мозаики именно. Это мне не подходит. Поэтому что я сделаю? Я возьму из этого мотка из центра кончик со светлым оттенком, а этот моток я начну вязать наоборот снаружи, где темно-серый. Соответственно, у меня будет сочетание контрастное и гармоничное, светло-яичный с темно-серым. По мере развития вязания, по мере разматывания клубков, я постепенно здесь буду переходить к затемнению и дойду до верблюжьего, а здесь я, наоборот, буду переходить к осветлению. И каждый раз у меня этот контраст меня будет абсолютно устраивать. То есть здесь постепенно будет светло-серый, а здесь он постепенно будет приближаться к темному верблюжьему. Это даст отличный эффект. Поэтому вот этот вариант как раз решение задачи с 2 звездочками. Легко. И давайте еще посмотрим, какие у нас могут быть здесь варианты. Например, смотрите, какой красивый, нежный, уж насколько я фиолетовый не люблю. Но здесь очень красивые оттенки, правда, вот прям хочется их взять. Нежный сиреневый к темно-сиреневому. Есть уже вопросики. Я бы сюда черный, опять же, оттенки черного подобрала. Но там слишком светлые они. Вот если брать вот этот, например, цвет, да, мало мне здесь будет темно-серого, чтобы контраста хватило, к сожалению. Даже темно-серый с темным вот таким фиолетовым все равно будут недостаточно контрастировать. Поэтому хоть и красивое, хоть и гармоничное сочетание, но для мозаичного вязания крючком недостаточно контраста будет. Поэтому не сработает, к сожалению. То есть если взять с верблюжьим, контраста будет достаточно, но по мне не очень гармоничное сочетание будет. Было бы побольше, в общем, побольше была бы палитра, было бы нам получше, но мы посмотрим сейчас еще на других мотках. Там тоже, возможно, будут какие-то интересные варианты. А бывает многоцветная пряжа меланжевая. Это клевая тоже пряжа, она более сложная. В каком смысле? Она дает более сложный переход цвета. Мы с вами до этого смотрели короткие секции, длинные секции, смотрели омбре, да, то есть когда такие длинные градиенты. Меланжевая пряжа, она тоже имеет эффект омбре, да, то есть у нас длинные такие переходы цвета, как правило, в рамках одного сегмента. Но здесь вот этот переход, он осуществлен благодаря вплетению нити одного оттенка в другой. А иногда производитель начинает аккуратно вплетать, там буквально по одной ниточке, потом добавляет другой цвет, и получается, что у вас действительно вот эта плавность перехода, она очень красивая. А бывает, что она очень неплавная. Мы сейчас рассмотрим разные варианты. Ну вот здесь, например, у нас начинается прям с классического белого цвета, и постепенно вот видно, что к нему приплетается сначала одна нитка желтая, потом 2, потом этот желтый становится совсем насыщенный, потом к нему приплетается уже какой-то рыжеватый. И так вот постепенно мы от белого приходим к коричневому. Это бывает очень красиво. Точно так же его можно сочетать с однотоном, которого нет в этом мотке, или можно, задача с 2 звездочками, да, подбирать одну многоцветную пряжу к другой. Ну, опять же, тут самое простое, да, это брать, ну, то есть если мы считаем, например, что это коричневый цвет, да, то вот сюда бы очень темный нужен какой-нибудь там с переходом к черному и к серому. А если вы видите в палитре такие цвета, то, конечно, можно легко подобрать. Вот сейчас, например, единственный похожий на правду я вижу вот такой. Но опять же, да, вот здесь мы видим от белого к серому, к черному. Надо посмотреть на образце, даст ли этот черный, если он попадется на этот коричневый, нужный контраст. А они обязательно встретятся. Или поступить наоборот, начать этот моток вязать белого
и его пустить вместе с коричневым, да, тогда серый у нас будет вместе вот с таким вот рыжеватым, а черный вместе с желтым и с белым. То есть контраст будет соблюден и, в общем, будет довольно гармонично. Скорее я бы сделала вот так. Но бывают очень сложные мотки, где фиг подберешь, конечно, компаньоном. Во-первых, про гармоничность соседних цветов, вот вам хороший пример. Ну, это сложная для меня пряжа, я бы ее не взяла, потому что довольно сложно к ней и однотон подобрать, и к ней, не дай бог, компаньона многоцветного. Это очень сложная для меня задача. Да и цвета, которые здесь присутствуют, прямо скажем, не мои любимые, как вы уже понимаете. Ярко-голубой, ну, красный еще ничего, ярко-желтый, ярко-рыжий. Эта пряжа все-таки не для меня. Здесь уже полегче, было бы здесь поменьше розового, было бы вообще хорошо, но уже более-менее гармонично, потому что в рамках примерно одного сегмента. А вот я вам показывала недавно в видео, я покупала вот такой моток. Чем он мне приглянулся? Здесь, в общем, тоже довольно контрастное сочетание, но мне очень понравился вот этот оттенок хвойный, и очень понравился вот этот вот красный. Они, ну, такие очень благородные и очень длинные здесь переходы постепенные. Действительно получилось очень красиво. Я сейчас вяжу из такой пряжи подушку, я вам скоро покажу, что получилось. Из такого мотка можно решить задачу с 3 звездочками, то есть вязать из него один конец взять из центра, а один снаружи, и посмотреть, как сегменты друг на друга лягут, и будет ли где-то цветовые пятна. Ну, в данном случае я бы рискнула, потому что даже если мы встретимся где-то на красных оттенках, то, скорее всего, в одном случае это будет с рыжим, превалировать будет в нити рыжий цвет, в другой много красного, они контраст на самом деле дадут. Нормально. Итак, что надо знать про градиентную пряжу и про секционную пряжу? Что она, правда, очень красивая, что она вас будет манить сквозь экран компьютера и особенно в магазинах. Она очень мягкая, приятная и все такое, но обращаться с ней нужно крайне осторожно. Проще всего все-таки брать очень красивую, но там, где сегменты будут в рамках одного оттенка, и подбирать к ней однотон, напоминаю, которого нет в этих сегментах. И тогда успех обеспечен. Но знаете, о чем всегда надо помнить? Что это все вкусовщина, что, может быть, вам нравится вот такая пряжа, таких вот цветов, и вы обожаете соединять ее вместе, и вам нравится и процесс, и результат, и все довольны и счастливы, тогда, конечно. Все, что я говорила на протяжении этого получаса, касается исключительно моих предпочтений и исключительно тех базовых сочетаний, которые универсально работают в любой ситуации. Проверено. Но если вам нравится вот такой вот небесный и такой вот оранжевый, ни в чем себе не отказывайте. Показывайте результат своих трудов, и, в общем, все будут счастливы. Ну, а если вы хотите все-таки более просто и универсально встраивать свои предметы интерьера в дом, а особенно в незнакомый вам дом, то надеюсь, что мои советы вам помогут. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, какие цветовые сочетания вам ближе всего, что вам понравилось из того, что мы сегодня смотрели, а что не очень, будет очень интересно. Ну и приятного вязания, и будьте здоровы. Пока-пока.